Друзья, совсем скоро Новый год, и я уже в ожидании нарядной елки, подарков и праздника в кругу семьи. И сегодня мы с вами приготовим простой и понятный, но невероятно вкусный десерт. Новогодние шоколадные капкейки с карамелью и секретным ингредиентом. Вы часто спрашиваете меня, где я черпаю вдохновение. Так вот, этот десерт был найден в инстаграм-аккаунте Бейлиса, в котором сейчас проходит серия мастер-классов от ведущих фуд-блогеров. Ссылка в описании. Ну что, приступим к приготовлению? Приготовим шоколадный бисквит для капкейков. Для него нам понадобится 150 граммов сахара, 150 граммов муки, 100 граммов черного или молочного шоколада, у меня в данном случае черный шоколад, 80 миллилитров воды, кипяток, 80 граммов яиц, 80 граммов сметаны, жирность 10-15%, 70 граммов сливочного масла, 4 грамма разрыхлителя, 4 грамма пищевой соды и 35 граммов какао-порошка. Включаем в духовку на 170 градусов с конвекцией, с обдувом. Берем шоколад, сливочное масло, соединяем их вместе и отправляем в микроволновку или в сотейничек на паровую баню. Нужно, чтобы шоколад и сливочное масло растопились и объединились в однородную массу. В чашу комбайна отправляю яйца, сахар и сметану. Сливочное масло и шоколад прогрелись, перемешиваем. Нужно довести до однородной консистенции. В миску муку, соду пищевую, разрыхлитель и какао-порошок. Перемешиваем и параллельно взбиваю яйца с сахаром и сметаной. Взбивать до какого-то супер пышного состояния нам это не нужно, просто нужно, чтобы сахар растворился, поэтому буквально несколько минут на небольших оборотах. Спасибо, поддержали. Перемешали. Сюда же шоколад со сливочным маслом, пока они еще хорошо теплые, около 50 градусов температура. Перемешиваю. С помощью сита отправляю сухие ингредиенты в яично-шоколадно-сметанково-сливочную массу. Перемешиваю. И сюда же отправляю кипяток. Готово наше шоколадное тесто. Перекладываем его в кондитерский мешок, для того, чтобы удобнее было раскладывать по формочкам. Беру бумажные формочки для капкейков. Я возьму такие коричневые. Их нужно зафиксировать. Можно использовать вот такие формы. Вот так. А можно использовать вот такие формочки. И сюда же, признаюсь, самые первые капкейки, которые я выпекала без таких плотных форм, получается вот в бумажной. И очень удивилась, почему капкейк деформировался, и с этой вместе с бумажной формочкой, бумажная формочка намокла, и она просто расползлась, и у меня был такой капкейк, блин, жиробас. Так, не сделайте такой ошибки. Тесто выкладываем приблизительно, до середины, максимум на 2/3, потому что оно подрастет. Отправляю тесто в духовку, разогретую до 170 градусов на 15, максимум 18 минут. А готовность, конечно же, лучше проверять деревянной шпажкой, потому что духовки у всех разные. В моей может быть 15 минут, в вашей 18 или 20. Капкейки провели в духовке 15 минут, они готовы, можем доставать. Для начала приготовим начинку для наших капкейков. Карамель с ирландским сливочным ликером.
Для нее нам понадобится 150 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 180 миллилитров сливок, жирность не менее 30%, 2 грамма желатина, 10 миллилитров воды и 100 миллилитров ирландского сливочного ликера. Замочим желатин водой комнатной температуры. Оп. Перемешиваем. Я использую желатин силогеля 200 Bloom. Пропорции 1 к 5, 1 часть желатина и 5 частей воды. Отставляю в сторону для того, чтобы желатин набух на 10-15 минут. В мерный стакан вправляю сливки, жирность не менее 30%. Эти сливки нужно прогреть максимально до парения, не кипятить, они не должны бурлить, просто чтобы они парили. Можно в сотейнике на плите, можно в микроволновке. Я воспользуюсь микроволновкой. А пока сливки прогреваются, начну приготовление карамели. У нас сотейник с толстым дном, мы будем готовить сухую карамель без воды. Отправляю сахар в сотейник. Мы должны растопить сахар до состояния темно-коричневой карамели. Карамель готова, красивая. Отставляю сотейничек и тонкой струйкой заливаю горячие сливки. Теперь заливаем горячий ирландский сливочный ликер. Как же я люблю этот тонкий аромат и вкус в десерте. Вы обязательно должны это попробовать. Сюда же отправляем сливочное масло, отправляем нашу сливочную карамель снова на плиту и варим еще приблизительно 3-4 минуты на среднем огне. Отлично, снимаем нашу волшебную карамель с плиты, мерный стакан. Переливаем в него карамель. Не забудьте про желатин, это у нас называется желатиновая масса. Перемешиваем и пробиваем погружным блендером до однородной гладкой консистенции. Старайтесь так пробивать массу, чтобы не напустить в нее кучу пузыриков, иначе она перестанет быть уже такой эластичной и блестящей. Накрываем карамель пленкой плотно в контакт, так чтобы пленка прилегала к карамели. И убираем ее в холодильник на 6-8 часов. Шапочку для наших капкейков мы сделаем из взбитого ганаша. Для него нам понадобится 250 мл сливок первая часть, 350 мл сливок вторая часть, 300 граммов молочного шоколада и 40 мл ирландского сливочного ликера. Сливки, жирность не менее 30%. Первая часть сливок. Сюда же отправляем шоколад молочный. Отправляем в микроволновку и буквально по 20-30 секунд прогреваем до момента, пока шоколад полностью не растопится и не объединится со сливками. Сливки с шоколадом пробиваем погружным блендером, для того, чтобы добиться гладкой, однородной, красивой консистенции. Добавляем бейлис и вторую часть сливок и снова пробиваем погружным блендером. Накрываю пленкой плотно в контакт и убираю наш ганаш, пока еще не взбитый, как минимум на сутки в холодильник, для того, чтобы какао-масло, которое есть в шоколаде, стабилизировалось. Взбитый ганаш отдохнул в холодильнике сутки, карамель тоже. Отправляем еще не совсем взбитый ганаш в чашу комбайна и взбиваем до устойчивых пиков. Пока ганаш будет взбиваться, переложим карамель в кондитерский мешок. Отлично, ганаш у меня взбит. Перекладываем наш взбитый ганаш в кондитерский мешок. Насадка, диаметр 8, закрытая звезда. Наши капкейки. Насадка. В принципе, тут любой диаметр может быть, нам понадобится вот обратная сторона насадочки. Вырезаем этой насадкой серединку. Теперь самая моя любимая часть – это собрать десерт и задекорировать. В центр отправляем карамель. И шапочка. И немного какао.
Десерт готов. Вот так, легко, просто, красиво и вкусно. Друзья, обязательно приготовьте этот десерт на Новый год. И пусть все ваши мечты сбудутся.